сзади, они почему-то наступали на порог. Это решается заменой двигателя. Сейчас замер от 0 до 100. Машина приехала отдельно без двигателя. А как это самое? Я очень долго копила на этот автомобиль. Конечно, взял бы все-таки рестайл. Дорогие мои друзья, всем мира. Сегодня я вам расскажу об этой тачке. Это Бэха 325, но сейчас она уже стала 330, а все потому, что у нее застучал движок. Но об этом немного попозже. BMW любит меня, я люблю BMW, но наша зарплата хочет разлучить нас. Эта история случилась с моей племянницей. Немного забегая вперед, хочу сказать, что она отдала за ремонт 3000 евро, Карл. А могла как минимум или как максимум отдать 1000 евро. В далеком 2022 году я купил свой второй автомобиль, и это был Opel Calibra. Это, конечно, не BMW, но я знаю толк в купе, я знаю, в чем их минусы. Давайте для начала я вам немного расскажу об этом автомобиле. Как вы думаете, кто обычно покупает купе? Это очевидно. Купе покупает молодежь, девочки, молодые пацаны, эгоисты, ну и еще кое-кто. Вот умеют же BMW дизайнеры сделать так, чтобы это было красиво. И здесь BZM-пакет выглядит просто изумительно. Но если поставить бампер от М-очки, ну или точнее от М-пакета, то будет выглядеть еще изумительней. Я вижу, что это кристально чистые фары. У автомобиля пробег 169 тысяч километров, правда движок, конечно, застучал. Даже эти зимние диски не портят внешний вид автомобиля. Правда, что я заметил? Я заметил какие-то непонятные зазоры. Видимо, кто-то пытался поставить бампер, вот он должен так стоять, и что-то там пошло не так. Маленькие классные зеркала, в которые довольно хорошо все видно. Безрамные оконные двери и большущая дверь, которая, кстати, совершенно легкая, она не тяжелая. Что мне всегда не нравилось в автомобилях купе. Когда у меня была Калибра, все, кто садился сзади, они почему-то наступали на порог. Люди, ну неужели вы не можете поднять свои ноги? Второе, что мне тут не понравилось, это сиденья. Изначально они мне показались довольно удобными, когда я прокатился на этой тачке. Но позже я понял, что поддержки мне жмут в спину, и на дальнее расстояние я бы не хотел оказаться в этих сиденьях. Хочу попробовать. Итак, переднее сиденье отрегулировано под меня, и мы залазим с вами в мир краснокожих. О! Слушайте, маловато. Вот. Это хана, конечно. Это беда, ребятки. 1,87 м. Что еще за прикол? Моя голова упирается в крышу. Давайте посмотрим, насколько большой багажник. Багажник неплохой, но коляску сюда не получится засунуть. Не знаю, почему я говорю о коляске, потому что, видимо, я сказал, что на таких автомобилях могут передвигаться мамочки с детьми, но с теми детьми, которым нужна уже маленькая коляска, а не большая. Вообще по визуалке тачка огонь. Здесь нечего добавить, здесь нечего убрать. И самый, наверное, большой минус этого автомобиля — это бензиновый мотор 325, который стоял до того, как он застучал. Немножко забегая вперед, здесь сейчас стоит 330. Об этом мы вам расскажем, с какими проблемами и трудностями мы столкнулись, устанавливая этот мотор сюда. К тому же этот бензиновый мотор просто атмосферник. Костик сейчас напишет: бензиновые моторы самые лучшие. Костик, огромный тебе привет, и всем поклонникам бензиновых моторов огромный привет. Когда-то я давным-давно был тоже фанатом атмосферных бензиновых двигателей. У меня была Audi 2.6. Как-нибудь я вам расскажу, как дед на Volvo обогнал меня и показал вот этот палец. Итак, что мы тут видим? Мы тут видим 330-й движок, 330-й, 3-литровый. Данила в шоке, да? Привет, Данила, передай Ютубу. Привет. Он говорит: классная тачка, хотел бы такую. Я говорю: она не едет. Он говорит: ну тогда я не хочу такую. И вот мы тут стоим и рассуждаем, а если дизеля, тройки, купешки, я бы, скорее всего, выбрал, наверное, какую-нибудь 325-ю дизель на турбинах. Мы этот двигатель сюда засунули вдвоем с Валерой. Попозже увидите, как мы это все сделали. Давайте заведем, послушаем, как он журчит. Ладно, господи, по капоту не проехал. Немножко цикают компенсаторы, но это нормально. Когда она прогреется, они угомонятся. Больше нам тут смотреть нечего, давайте прокатимся. Первое, я заметил, что в тройке, когда ты стоишь на месте, нет активного руля, руль крутится очень и очень туго. Или вот на маленьких оборотах, когда ездишь. Мне интересно, если сейчас ставить скорость, будет у нас какое-то предупреждение или машина заглохнет, потому что у меня дверь открыта. Нет, мы можем передвигаться. Все нормально. Закрываем с вами двери. И смотрите, как выезжает ремень безопасности. Он немного не работает, но это ничего страшного.
И даже сейчас, когда вот я еду по площадке, руль крутится довольно туго. Там нет никаких проблем. Один парень мне рассказал, что это особенности троек. Что здесь происходит, я не понимаю. Ребятки, дайте мне проехать. Знаете, сколько расход показывает? 17 литров бензина на соточку. Как вам такое? Это еще один из минусов этого автомобиля. Я выбрал довольно неровную дорогу. Ну вот на этой резине, не помню какая там была, R17, по-моему, 45. Нормально, не сильно жестко. Ничего не дребезжит, как вы видите. Автомобиль-то не новый. Ну, это BMW. Все эти переключатели, поворотники, омывайка, они какие-то мягкие, в отличие от руля. Мне очень нравится, что здесь есть датчик температуры. Сейчас уже вообще все 17 литров на соточку. Но вы однозначно должны быть поменьше комплектации, чем я, потому что качкам и широким пацанам такая тачка не годится. Или берите автомобиль с другими сиденьями. Поддержка, конечно, хорошая, но на дальняк вы замучаетесь. В общем, салон мне очень нравится. Тут уже поменяли дисплей. ЦЦЦ, или как он там называется, ЦИЦ. А вот моя Е34 стоит со спущенным колесом, бедняжка. Дорогие мои друзья, найти хороший автомобиль в наше время большая проблема. Поэтому перед тем, как покупать автомобиль, обязательно проверьте его. Это очень важно, чтобы не попасть на деньги. Я хочу вам посоветовать Car Vertical. По моей ссылочке, с моим промокодом, ссылочка в закрепленном комментарии в описании под этим видео, вы получаете 20% на проверку автомобиля. Что вам для этого нужно? Всего лишь узнать ВИН-код автомобиля. Адекватный продавец должен вам его предоставить. Что важно, информация, предоставленная в других отчетах, может быть изменена, а эти отчеты основаны на блокчейн-технологиях. Поэтому ими невозможно манипулировать. Записи об угонах, данные продавцов, пробег автомобиля, который обычно все любят скручивать, спецификация автомобиля, комплектация. Здесь вы можете проверить историю ремонтов и технического обслуживания. Отчет о скрытых повреждениях, характерные дефекты для каждой модели. Если у вас нет возможности пригласить эксперта проверить автомобиль, и вы не сильно понимаете в этом, тут есть даже контрольный список, который поможет вам при проверке автомобиля. Недостатки модели и ее изъятие с рынка. Как и говорил, ссылка в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Спасибо вам за поддержку. Каждый ваш переход помогает мне делать более качественный, интересный контент. Но мы продолжаем дальше. Я остановился, чтобы посмотреть, как она дымит. Она совсем не дымит. И послушать компенсаторы. Чуть-чуть потише, да? Если кто в курсе, как решается эта проблема, то напишите в комментариях. Только не надо писать, ребят, это решается заменой двигателя. Еще такая небольшая особенность, которую я заметил, это расположение замка зажигания. Он здесь. Ну и, соответственно, кнопки зажигания. Let's go. Как туго, ё-моё. Даже и звук немного присутствует. Хочу заметить, что тут очень резкие тормоза. Хорошие тормоза. Не знаю, как они себя поведут на гонке, на трассе. Кто подпишется на автомобиль, который жрет в наше время 17 литров бензина? Тем более, что это не М3 и не М5. Резина, по-моему, здесь не очень стоит. Но управление BMW, как всегда, на высоте. Троечка, она легкая, управляемая, хорошо стоит на дороге, не кренится сильно. Знаете, что это за красный пипс такой? Это заводская сигнализация. И, кстати, если у вас нет вот такой заводской сигнализации, то у нас каска никто вам не сделает. Тогда нужно ставить дополнительную сигнализацию. Я сейчас куртку снял, и вроде как даже удобнее сидеть в этом кресле. Видимо, мне нужно просто немножко похудеть. Но, повторюсь, ребятам большой комплектации здесь будет неудобно. Так же, как и девочкам большой комплектации. Сейчас замер от 0 до 100. Погнали. Небольшая нагрузочка. Сколько у вас там показало по хронометражу? Да, она есть, но я ожидал чего-то большего от 3-литрового атмосферного двигателя. Вот турбину сюда бы поставить, и полетела бы ласточка. За моей спиной, наверное, самое неудачное знакомство с BMW. Это моя племянница, там везут Бэху, история начинается. Если кому-то перевезти тачку из-за границы или по Латвии, смело обращайтесь к Глебу. Глеб, привет. Нормально довез? Нормально. Как тачка? Огонь. Огонь.
Как и BMW должно путешествовать, да, его хватает. Друзья, знакомьтесь, это Анастасия. Скажи всем привет. Привет. А сколько ты отъездила на машины? Недели 3. Недели 3 стуканул движок, да? Да? Ну вот, покажем вам бумаги, расскажем, что сделали. Машина приехала отдельно, без двигателя. Офигенно. Это твоя первая бэха? Да. Серьезно? Да. Почти что не проверяли. Просто Да, нравится цвет беру. да, мы сейчас, ребят, посмотрим ее вокруг, расскажем вкратце историю. Нам еще двигатель надо будет привезти из гаража Анастасии. Он у нее в разобранном виде там валяется весь. Реклама чипсов пошла. Валера, пожалуйста, твои любимые чипсы, Демос пита-чипсы из арабского хлеба, не во фритюре. Вот представители чипсов. Где нам покупать чипсы? Мы есть на свайке уже. Да. И в Инстаграме все описание. Туда заходите, ищите чипсоны. Валера, какие тебе нравятся больше всего, пожалуйста? Одни мои. Да. Кушайте больше чипсов и рассказывайте друзьям о чипсах. Это новый вкус, это базилик, еще есть с гималайской солью. Все началось с того, что я просто захотела свою машину, свою собственную первую. До этого я несколько лет ездила как на чужих машинах. Попал на BMW. Ну, не знаю, просто захотелось. И начались поиски, продлились они недолго. Но, как и все, наверное, здесь, в Латвии, машины на СС-ке нашли среди нескольких вариантов. Помогали в поиске мне друзья. Большое им спасибо за это. Я очень рада от души. Этой проблемы не было при покупке. Она появилась через 3 недели. Я очень долго копила на этот автомобиль, и теперь я очень счастлива. Я не буду озвучивать его стоимость, догадайтесь сами. Выбрала классный сервис по совету друзей. И вот за ремонт, за 2000, у меня даже тряпочку из багажника забрали. Ну тут, короче, с бумагами тоже фейл, да. Доброе утречко, 9 часов утра. Сегодня предрождественский денечек. Знаете такую поговорку? Если купил BMW, то обязательно купи Volvo. И Volvo нас спасает. У нас морозы, минус 12 градусов. Для Латвии, я вам скажу, это нормальный холодок такой. Вы, наверное, зададитесь вопросом, куда мчится Volvo в такое зимнее утро. А мы едем забирать старый двигатель от BMW, встретимся с Анастасией, заберем все запчасти и отвезем их к Валере. Посмотрим, за что она заплатила 2100 евро. Знаете, это громадные деньги. За эти деньги давным-давно можно уже было поменять движок. Помните, здесь я ремонтировал свою бэху, здесь работает Оскар. Я к нему зашел, он сказал, что ребята, которые брали Анастасии BMW, никаким разводником не занимаются. Так что, возможно, они просто покупали самые оригинальные, самые дорогие детали. Ну, не самые дорогие, просто оригинальные. Ребята, вот это блок, его полностью очистили. Что там еще сделали с ним? Внутренности эти почти сделали, да? Кому нужен блок, то вот. Не знаю, может, мы его сможем и использовать. Вот такой легкий алюминиевый бензин. И вот это все наши запчасти, да, получается? Коробка, кардан, это провода. Так, ребят, вот наша голова, отшлифованная в Silver Engine. Я там тоже делал, хорошая контора. Vārsti visi pieslīpēti. Клапана. Nu, principā viņi visi liec virsū un liec gals blīvi, liec viņu virsū un viss. Защита, мне кажется, внизу где-то. Это сапок щелкалку такой? Да. Так, мы немножко разобрались. Мы нашли сломанное звено. Это бывший, так сказать, друг Анастасии, да? Да. Который сказал, да, ребята, давайте делаем движок. Ну, и поэтому, соответственно, такие цены и так дорого все было. Надо было просто поменять движок. Сейчас будем кататься. Сейчас поедем в Валерий, отвезем первый заход, потом поедем в гараж, где за вторым набором из Икеи для BMW. Оказывается, ребята предлагали этому парню, не знаю, что там за парень, неважно уже, предлагали поменять движок и различные варианты. Он сказал, нет, делаем. Ну и все. Да, сделали. Один коленвал уже стоит, ого-го, громадных денег. Голову отшлифовать стоит громадных денег. У нас сзади в багажнике, ребят, BMW лежит. Вот малышка стоит, уже в снегу вся. А вот Валера дымит на семерке какой-то. Привет, Валера. В этом сервисе, в котором мы были, 25 евро в час стоит работа. Я бы тоже хотел так зарабатывать, 4 часика поснимать влог и 100 евро готово. А Валера сколько зарабатывает, это останется в тайне. Первую партию выгрузили. Отправляемся за второй партией с запчастями для BMW.
Ну, сейчас посмотрим, что у нас. А у нас тут Е34. Вау, ничего себе. Прямо. Так, ну где BMW? Вот BMW. В мешке какая-то запчасть. Это подушка, чтобы спать. Вот оно все. Вот это BMW. Маленькая такая, да? Жаль, тут все запаковано. Мы, наверное, распакуем с Валерой. Я думаю, тут многое можно перепродать любителям дрифта. Big flex, my swole up, double cup and I'm pulled up. Niggas hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up. Что, погрузились? Если у вас есть специалисты, возможности и финансы отремонтировать ваш двигатель, то, конечно же, ремонтируйте, но это будет намного дороже. Но это будет намного эффективнее. Нужно понимать, что денег уйдет намного больше. Найти специалистов очень сложно, которые хорошо соберут и качество вам двигателя. Легче найти хороший двигатель и поставить его. Это вот все, это запчасти от BMW. Наша задача разложить это все, что-то продать, ну, что-то просто выкинуть. Вот так вот Денчик катается тудым-сюдым, 12-16 уже. Мой выходной денечек. Оказывается, эти ребята, у которых мы хотим купить движок, они уже здесь были, один из них был, и они занимаются дрифтом. Посмотрим, может мы сможем договориться, отдать ему голову и блок и сбить немножко цену за движок. Вообще, ребята говорят, вот там сидели у Валеры, что эти двигатели бензина, они очень геморные, и лучше их не брать. Сколько времени, финансов, сил и нервов все это занимает. Хорошо, что есть люди, которые помогают и делают это по хорошим ценам. Приехал я к ребятам, вот самый главный специалист по 325-м, они все знают о 325-х, вот это готовят гонкам. Я уверен, что мы с ребятами еще встретимся летом, они занимаются довольно серьезными проектами, и двигатель у нас есть. Чтобы не просто двигатель, друзья, это двигатель с сюрпризом будет, я вам попозже расскажу. Сейчас мы будем веселиться. Я пока что не представляю, как мы вытащим этот движок из Volvo. Надо было нам брать бусик какой-то, но я подумал, что Volvo выручит нас в очередной раз. Сейчас будем заниматься физкультурой. Ты сегодня по-спортивному, да, смотри? Да, я оделся. О, они цепь даже оставили, да? Да, как это самое? Ну, вот этот убираем, вот этот вот, убираем этот брусочек, который мне подарили вместе с двигателем. И как-то вытаскиваем. Валера просто красавчик, у него оказался этот аппарат, да? Я что-то его не заметил сначала, да. А как мы тебе же мотор так ставим? Итак, открываем секрет. Это, ребят, 330-й, 3-литровый. Пушка-гонка, да, был 2.5, сейчас будет 3-литровый. Увеличим мощность, этот движок намного лучше, они его уже проверили, обкатали. Купил я его, как ты думаешь, Валер, за сколько? За 600 евро. Но это все через друзей, так что, ну, вот так вот. Очередной 535-й у Валеры стоит с открытым капотом, но не потому, что он ушел в разнос, а потому что хозяин этого автомобиля захотел что? Просто перебрать мотор, да. С пробегом, какой пробег у него? 366. Вот Валера занимается. Так что если кому-то движки и что-то пофиксить, вы знаете, к кому обращаться, к Валере обращайтесь. Но в жизни ничего сразу не происходит. Нужно подождать будет недельку где-то. И на следующей неделе я приеду к Валере, и мы будем устанавливать этот двигатель. Сейчас я бампер поставлю. Volvo меня, как всегда, спасает. Блинчики крутятся, денежки мутятся.
Обязательно расскажу вам про бизнес. Обязательно. Посмотрите, какая красивая у нас елочка. Ребята приехали блинчиков покушать на рестайле уже. Е60 535 с большим пробегом, но движок в порядке. Разрешили мне немножко подснять видосик на лепестках с джойстиком. Ну, слушайте, если бы я себе когда-то искал бы Е60, я, конечно, бы взял бы все-таки рестайл. И меньше бы заморачивался на передних фарах, на задних фарах. И когда есть такой маленький джойстик, он намного красивей. Единственное, что парни просят, ну когда ты сделаешь видео с андроидом, скоро все будет. А вот ботинки хозяина, он всем передает привет. Говорит, Бэха, классная тачка, да? Офигенно. Офигенно. Самая лучшая. Вот настоящий живой влог. Победитель приехал, который выиграл блинчики. Ребята ждут блинчики, еще ждут блинчики. Я взял кофе или капучино, у нас продается очень вкусное, нереально. Просто приезжайте к нам в гости, будем ждать вас. Дорогие мои, я решил, что 40 минут для вас будет это слишком в субботний день, поэтому завтра выйдет следующая серия продолжения, вы узнаете, чем это все закончилось в 10 часов утра. Ну а чтобы не пропускать видосы, подписывайтесь на канал и жмите получать все уведомления. Спасибо вам за поддержку, бодрячком.